Глава 4. Президент Российской Федерации. Статья 80, часть 1. Президент Российской Федерации является главой государства. Часть 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти. Часть 2. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Часть 4. Президент Российской Федерации, как глава государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. Статья 81. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 1. Президент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Часть 2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Требования кандидату на должность президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевшие гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства. Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Часть 3. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков. Часть 3, сноска 1. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которого одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему или занимающему должность президента Российской Федерации без учета числа сроков, в течение которого оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки Конституции Российской Федерации, носящие соответствующие ограничения, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанных положением. Часть 4. Порядок выборов президента Российской Федерации определяется федеральным законом. Статья 82, часть 1. Преступление в должность президента Российской Федерации приносит народу следующую присягу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Часть 2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации. Часть 2. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Статья 83. Президент Российской Федерации. Пункт А. Назначает председателя правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению президента Российской Федерации, и освобождает председателя правительства Российской Федерации от должности. Пункт А. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Б.
осуществляет общее руководство правительства Российской Федерации, вправе председательствовать на заседаниях правительства Российской Федерации. Пункт Б. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Б. Сноска 1. Утверждает по предложению председателя правительства Российской Федерации структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения в структуре федеральных органов исполнительной власти, определяет орган руководства, деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации, и орган руководства, деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации. В случае, если председатель правительства Российской Федерации освобожден президентом Российской Федерации от должности, вновь назначенный председатель правительства Российской Федерации не представляет президенту Российской Федерации предложение о структуре федеральных органов исполнительной власти. Пункт Б. Сноска 1 введен законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт В. Принимает решение об отставке правительства Российской Федерации. Пункт В. Сноска 1. Принимает отставку председателя правительства Российской Федерации, заместителей председателя правительства Российской Федерации, федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации. Пункт В. Сноска 1 введен законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Г. Представляет Государственную Думу кандидатуру для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации. Ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении должности председателя Центрального банка Российской Федерации. Пункт Д. Назначает на должность заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуру которых утверждены Государственной Думой, за исключением федеральных министров, указанных в пункте Д. Сноска 1 настоящей статьи, и освобождает их от должности. Пункт Д. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Д. Сноска 1 назначает на должность после консультации с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти, включая федеральных министров, ведающих вопросов обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращение чрезвычайной ситуации, ликвидацию последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Пункт Д. Сноска 1 введен законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Е. Представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должность председателя Конституционного суда Российской Федерации, заместителя председателя Конституционного суда Российской Федерации и судей Конституционного суда Российской Федерации, председателя Верховного суда Российской Федерации, заместителей председателя Верховного суда Российской Федерации и судей Верховного суда Российской Федерации. Назначает председателей, заместителей, председателей и судей других федеральных судов. Пункт Е. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Е. Сноска 1. Назначает на должность после консультации Совета Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации, заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравниваемых к прокуратурам субъектов Российской Федерации. Назначает на должность и освобождает от должности иных прокуроров, для которых такой порядок назначения и освобождения от должности установлен федеральным законом. Пункт Е. Сноска 1. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Е. Сноска 2. Назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Совете Федерации. Пункт Е. Сноска 2 введен законом РФ от 21.07.2014 года, номер 11 ФКЗ. Пункт Е. Сноска 3. Вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий председателя Конституционного суда Российской Федерации, заместителя председателя Конституционного суда Российской Федерации и судей Конституционного суда Российской Федерации,
председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей, председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьи своих полномочий. Пункт Е3 введен законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Е, сноска 4. Представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность председателя счетной палаты и половины от общественного числа аудиторов счетной палаты. Представляет Государственной Думе кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя счетной палаты и половины от общего числа аудиторов счетной палаты. Пункт Е4 введен законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Е5 формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономических развития государства. Статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом. Пункт Е, сноска 5, введен законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Пункт Ж. Формирует Совет Безопасности Российской Федерации в цели содействия главе государства и в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддерживания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз. Возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации. Статус Совета Безопасности Российской Федерации определяется федеральным законом. Пункт Ж. Вред. Точка. Закона РФ от 14.03.2020 года. Номер 1 ФКЗ. Пункт З. Утверждает военную доктрину Российской Федерации. Пункт И. Формирует администрацию президента Российской Федерации с целью обеспечения реализации своих полномочий. Пункт И. Вред. Точка. Закона РФ от 14.03.2020 года. Номер 1 ФКЗ. Пункт К. Назначает и освобождает полномочных представителей президента Российской Федерации. Пункт Л. Назначает и освобождает высшее командование вооруженных сил Российской Федерации. Пункт М. Назначает и отзывает после консультации с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях. Статья 84. Президент Российской Федерации. Пункт А. Назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. Пункт Б. Распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Пункт В. Назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Пункт Г. Вносит законопроекты в Государственную Думу. Пункт Д. Подписывает и обнародует федеральные законы. Пункт Е. Обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Статья 85, часть 1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. Часть 2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. Статья 86.
Президент Российской Федерации. Пункт А. Осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации. Пункт Б. Ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации. Пункт В. Подписывает ратификационные грамоты. Пункт Г. Принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических представителей. Статья 87, часть 1. Президент Российской Федерации является верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации. Часть 2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Часть 3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом. Статья 88. Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Статья 89. Президент Российской Федерации. Пункт А. Решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища. Пункт Б. Награждает государственной наградой Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания. Пункт В. Осуществляет помилование. Статья 90, часть 1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения. Часть 2. Указы и распоряжения президента Российской Федерации обязательны для исполнения во всей территории Российской Федерации. Часть 3. Указы и распоряжения президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Статья 91. Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. Статья 92, часть 1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным президентом Российской Федерации. Часть 2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешение от должности. При этом выборы президента Российской Федерации должны состояться не позднее 3 месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий. Часть 3. Во всех случаях, когда президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности президента Российской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации. Статья 92, сноска 1. Введена законом РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности, либо досрочном случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью. Часть 2. Иные гарантии президента Российской Федерации, прекратившему исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, устанавливаются федеральным законом. Часть 3. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции Российской Федерации. Статья 93. Вред. Закона РФ от 14.03.2020 года, номер 1 ФКЗ. Часть 1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности,
а президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, лишен неприкосновенности Совета Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного в заключении Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях президента Российской Федерации, как действующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Часть 2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении президента Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа, соответственно, сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы по инициативе не менее 1/3 депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой. Часть 3. Решение Совета Федерации об отрешении президента Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято не позднее, чем в 3-месячный срок после выдвижения Государственной Думы обвинения против президента Российской Федерации. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против президента Российской Федерации, президент Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, считается отклоненным.